В преддверии выхода четвертой «Матрицы» я решил освежить в памяти свои первые впечатления от просмотра оригинальной трилогии. С ней я познакомился давно, еще в начальной школе, когда мой лучший друг увлекался интересным кино. Мы по-товарищески обменивались опытом, я рекомендовал ему «Звездные войны» и «Властелин колец», а он предлагал мне посмотреть «Хроники Риддика» и «Матрицу». Так вот, если «Хроники Риддика» я не посмотрел до сих пор, то с «Матрицей» все вышло иначе. Я посмотрел ее от корки до корки, и это отразилось на мне. После просмотра во время перемены я бегал со своим другом по школьному коридору, постоянно поправлял галстук и приговаривал, обращаясь к своему товарищу: «Мистер Андерсон, почему вы упорствуете?» Касательно самого фильма, я дико тащился от боевки, буллет-тайма и оригинальности происходящего. Короче говоря, меня в большей степени впечатляли крутые навороты, а не сам сюжет. Ну а что еще нужно школьнику? Спустя несколько лет, на фоне переезда моего лучшего друга, с которым мы после этого никогда не виделись, я стал задаваться вопросами: а в чем смысл жизни? Что есть реальность? Я стал чаще проводить время за компьютером, сидеть дома в четырех стенах и прокручивать множество серьезных вопросов в своей голове. И вот тогда состоялся очередной просмотр «Матрицы», и мне стало ясно, что эта кинолента весьма философская. После очередного просмотра трилогии я стал солипсистом и думал о том, что весь мир сотворен благодаря моему сознанию. Потом, конечно, я отошел от столь странной идеи, где создатель не может однозначно ответить на вопрос, что такое я и что такое сознание, но кое-что во мне осталось, а именно стремление к познанию, в том числе к познанию того, как машины в контексте вселенной Матрицы смогли создать виртуальную реальность и почему человечество в конечном счете оказалось в столь незавидном положении. Для того, чтобы узнать историю краха человеческой цивилизации, мне было необходимо обратиться к аниматрице, и давайте поговорим о ней поподробнее. Но прежде я хочу сказать вам, что когда этот ролик наберет 100 лайков, я приступлю к созданию второй части разбора аниматрицы, поэтому, дорогие друзья, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь роликом с друзьями. Аниматрица — это сборник новелл, объединенных общим сеттингом Матрицы. Проще говоря, зрителю представляют 9 короткометражных мультфильмов, которые расширяют наше представление о Матрице. Эти работы, представленные в антологии, были созданы разными режиссерами, причем подавляющее большинство режиссеров аниматрицы являются представителями восточной культуры, и поэтому их работы подпадают под понятие аниме. Но на этом фоне довольно интересно выглядит мультфильм «Последний полет Осириса», который создан Энди Джонсом. Дело в том, что стилистика «Последнего полета Осириса» не принадлежит культуре японской мультипликации, и поэтому, видимо, его поставили в самом начале, чтобы он не вызывал диссонанса с последующими работами. Хотя сам полет Осириса упоминается и в оригинальной трилогии, и сценарий к этому мультфильму писали сами Вачовски, поэтому его положение в антологии можно объяснить общей целесообразностью. Все-таки речь в мультфильме идет о событии, которое напрямую повлияло на основной сюжет. А что до сюжета новеллы, то он умещается в нескольких предложениях. Капитан и его помощница тренируются в фехтовальной программе. Неожиданно, спасаясь от преследования стражей, команда корабля «Осирис» обнаруживает то, что на поверхности машины прокладывают себе путь к Зиону путем применения буровых установок. Капитан корабля решает предупредить Зион через Матрицу, его помощница выполняет поставленную задачу, но, к сожалению, команде корабля не суждено выжить, они погибают в ходе атаки машин. В том числе погибает и помощница, подключенная к Матрице. И все же ценой человеческих жизней Зион получил возможность подготовиться к финальной битве. Последний полет Осириса органично вплетается в основное повествование благодаря емким стилистическим приемам. В нем есть безжизненное пространство поверхности, корабли на электромагнитной подушке стражи, зеленый фильтр Матрицы и даже элементы эротики, что также подспудно обогащает картину. В общем и целом, отменная новелла, которая вместила в себя те характерные черты Матрицы, которые мы так любим. Но давайте вернемся к моему вопросу: как же люди дошли до жизни такой? Почему вообще возникла Матрица как виртуальная реальность? Ответ на этот вопрос содержится в аниматрице, в двух частях одного анимационного фильма под названием «Второй ренессанс» режиссера Махиро Маэда. Вам наверняка знаком этот режиссер, ведь он также принимал участие в создании некоторых анимационных фильмов Хаяо Миядзаки. И кроме того, Махиро Маэда приложил свою руку к Евангелиону Хидеаки Анно и фильму «Убить Билла» Квентина Тарантино. Махиро Маэда чрезвычайно интересный аниматор с внушительным опытом производства качественных работ, поэтому не стоит думать, что аниматрица — это что-то проходное, сделанное на коленке. Это совершенно не так, и сейчас мы в этом убедимся. Перед Махиро Маэда стояла действительно сложная задача. Ему было необходимо рассказать историю зарождения конфликта между людьми и машинами, но оформить свое повествование таким образом, чтобы оно не было антропоцентричным. Получается, что нужно показать историю конфликта и не со стороны людей, и не со стороны машин, а независимо, находясь как бы над схваткой. Для таких целей нужен честный рассказчик, и, на мой взгляд, было
было очень разумно выбрать в качестве такого субъекта виртуальную библиотеку Xeon. Во-первых, виртуальная библиотека, несмотря на свой антропоморфный образ, все же не человек. Во-вторых, она хоть и машина, но служит людям. Это само собой подразумевается. Возникает эффект непредвзятости и ощущение того, что виртуальная библиотека будет рассказывать нам об истории, не сглаживая острых углов, что, собственно, и происходит на самом деле. Первая часть второго Ренессанса рассказывает о том, что человечество преуспело в создании искусственного интеллекта. Всю грязную работу делают роботы, которые обладают не просто набором строгих алгоритмов, но самосознанием по человеческому подобию. Мои слова подтверждают некоторые эпизоды из самого Ренессанса. Например, мы можем заметить, что на стройках присутствуют роботы-надзиратели. Они уж точно не пригодились бы в том случае, если машины были бы просто машинами с определенной программой, от которой невозможно отклониться. Также в одном из эпизодов одинокий робот-строитель проявил тягу к познанию через просмотр судебного заседания. Постепенно мы понимаем, что роботы в контексте этой вселенной равны с людьми в плане свободной воли и разума, и это очень серьезно, ведь в том случае, если роботы независимы от человека, то они могут нанести ему вред, поскольку у них нет никаких сдерживающих факторов, кроме самих себя. В конце концов, ситуация разворачивается именно так. Машина применяет насилие по отношению к человеку. Этим роботом был B166ER, который обосновал свои действия нежеланием умирать. Конечно, не совсем понятно, робот убил своих хозяев, но и заодно зачем-то размотал домашних животных, уж простите меня за такие подробности. Внимательно пересмотрите этот эпизод и удостоверьтесь в том, что я вас не обманываю. Итак, люди принимают решение отомстить за убийство котиков и уничтожают уже роботов. Роботы после такого геноцида совершают исход на Ближний Восток и образуют свою колонию под названием 01. Машины хоть и начинают жить обособленно, но все же продолжают участвовать в некоторых сторонах человеческой жизни и делают это весьма успешно. Человечество при таких раскладах не выдерживает конкуренции с искусственным интеллектом, и рыночек начинает решать в пользу роботов. Казалось бы, если машины принимают участие в жизни людей, уж тем более имеют интеллект, свободную волю, то в конце концов с ними можно договориться. И действительно, в ООН приходит делегация от роботов, но люди ее арестовывают. Видимо, по причине того, что дефилировать в Организации Объединенных Наций в нижнем белье это как-то неправильно. Начинается активная фаза. Машины и люди вступают в открытый конфликт. Люди применяют ядерное оружие, заслоняют небо теми самыми черными облаками, чтобы машины не получали энергию от Солнца и все равно проигрывают. Это касательно сюжета. Что до деталей, то война между людьми и машинами, на мой взгляд, показана очень неплохо. Мы видим все те технологии, которые в дальнейшем будут фигурировать в оригинальной трилогии. Например, в аниматрице есть мехи, которые являются дальними родственниками тех самых мехов, участвовавших в обороне Зиона, а также мы можем отметить постоянное применение технологий электромагнитных подушек, в том числе и на самолетах. Сами боевые действия жуткие, машины действительно зверствуют. Пожалуй, это один из самых сильных эпизодов аниматрицы, которые активно смакуют на том же самом Ютубе. Вполне заслуженно, я считаю. Ну и несмотря на то, что люди проиграли, машины одержали пировую победу. Они не могут получать энергию от Солнца, следовательно, они должны переходить на иной источник энергии. И этим источником являются люди. Давайте не будем задумываться о том, почему выбраны именно люди, которые сами по себе потребляют внушительное количество питательных веществ. Почему машины не могут убрать пресловутое темное небо и зажить без людей. Это пустое. Если глубоко копать, то мы в конечном счете начнем подрывать фундамент самой матрицы, а я не хочу этого делать. Нет смысла. Так что матрица появилась из-за того, что машинам нужен был альтернативный источник энергии, коим и выступил человек. Это данность. Куда лучше обратить внимание на художественные особенности, которых здесь с избытком. Возникают очень интересные метафоры. Человек сгорает в колесе прогресса, падает горящий флаг, очевидная отсылка на водружение американского флага над Ивадзимой, но еще сильный образ гниющее яблоко, которое в конечном счете оборачивается человеческим мозгом. И про религию не забыли, что тоже характерно для вселенной Матрицы в целом. Даже всадники апокалипсиса есть. Таких вещей во втором Ренессансе достаточно. Второй Ренессанс обрушивает на зрителя тотальное ощущение безысходности. Человечество явно проигрывает машинам по всем пунктам. В ходе финального сражения можно увидеть, что роботы в большинстве своем отличаются многообразием. Они буквально перестали следовать нормам в плане облика, которые были изначально заданы человеком. Антропоморфные экземпляры идут в бой с копьями, кто-то даже верхом на железном коне, и это очень жутко. Такое чувство, что роботы хотели причинить максимальное страдание человеку благодаря холодному оружию. Ну и к тому же на поле боя
стоя со стороны роботов, имелись огромные подвижные пирамиды, которые уже в ходе сражения собирали людей, видимо, для будущей матрицы. Внимание к деталям поражает. После всех этих ужасов войны я пришел к выводу, что не только человек, но и сами машины не отличаются справедливостью. Они сражаются со всем человечеством, несмотря на то, что некоторые группы людей поддерживали роботов. И это факт, который был показан в аниме. Даже библиотека Зиона отмечает в одной из своих фраз: «Да будут отпущены грехи и людей, и машин». Хотя наша русская озвучка такой фразы не имеет. Она фигурирует в английской версии аниме и, возможно, в японской. Аниматрица вообще имеет трудности в плане перевода. Я скажу вам, что если смотреть аниматрицу на русском языке, то можно наткнуться на сущий бред. Вроде того, что машины переселились на Солнце. Хотя на самом деле в оригинале речь шла о том, что их затопили светом тысячи солнц из-за применения ядерного оружия. Искажается смысл повествования. Куда это годится? Где-то встречается и откровенный брак в виде прерывания озвученной фразы. Это прям совсем плохо. Но само аниме прекрасно. Махиро Маэда потрудился на славу, и я только рад тому, что вселенная Матрицы существенно расширилась благодаря его творчеству. А дальше у нас история одного парня, того самого парня, который донимал Нео во второй части Матрицы. Работа, срежиссированная Ватанабе Сентиро, выделяется тем, что главный герой этого мультфильма оказался в реальном мире без использования красной таблетки. Хотя у нас есть еще один такой персонаж, который познал реальный мир без посторонней помощи, но о нем мы поговорим во второй части, если этот ролик наберет 100 лайков. Не забывайте проявлять свою активность. История парня привлекательна хотя бы по факту того, что мы узнаем больше информации про второстепенного персонажа из оригинальной трилогии. Также интересен стиль этого анимационного фильма. Все выглядит несколько резким, спешно набросанным, что особенно заметно в сценах погони, но от этого новелла становится более динамичной, хотя поначалу рисовка может показаться очень и очень странной. Но и атрибуты Матрицы также присутствуют: переписка в интернете, агенты, мобильные телефоны, сопротивление режиму и так далее. В общем, довольно крепкая работа, в том числе драматургически. Герою сочувствуешь и проникаешься его желанием познать, что такое Матрица. Следующая новелла максимально отбивает по эмоциям, 10 из 10 на кончиках пальцев. Прошу любить и жаловать эпизод под названием «Программа» режиссера Кавадзири Йосиаки. И уж простите, что я сразу вынес вердикт этому эпизоду, но честно, я смотрел его неоднократно и каждый раз восхищался. Мы наблюдаем за тем, как девушка по имени Сис тренируется в рамках программы. К ней присоединяется ее товарищ Дуо, который вдруг начинает намекать на то, что счастье в неведении. Короче говоря, он хочет вернуться в Матрицу и призывает девушку присоединиться к столь необычному исходу. По сути, Дуо транслирует философию Сайфера, предателя из первой части Матрицы. И такую философию можно понять. Кому понравится мотаться по канализациям и бороться с машинами, которые численно превосходят человеческое сообщество? Тем более, когда тебя освобождают из Матрицы, очевидно, ты не понимаешь, что тебя ждет дальше, поэтому сожаление Сайфера вполне ясно. Он бы выбрал синюю таблетку, если бы ему прямо сказали о том, что из себя представляет реальный мир. Дуо абсолютно такой же. Героиня сопротивляется его желанию, и в дуэли происходит разрешение конфликта. Вся эпичность этой новеллы умещается в концовке, поэтому нужно просто взять и посмотреть 5-й эпизод аниматрицы, и тогда вы поймете, почему я его люблю. И как вишенка на торте в этой работе превалируют особые цвета: красный, черный, белый и местами зеленый. Если первые 3 цвета просто эстетичны и могут выражать под собой насилие, экзистенциальный кризис и чистые помыслы, то зеленый, как всегда, несет в себе особую роль. Это очень круто. Несмотря на то, что большая часть эпизода это исключительно фехтование, именно эта новелла содержит в себе уникальную сердцевину — любовь, желание подключиться обратно к Матрице и начать жить по-человечески, пусть и в рабстве. Лично меня подобного рода истории всегда очень сильно трогают за душу. А вас? Ну что ж, дорогие друзья, пока что остановимся. Если вы хотите видеть еще больше интересного и объемного контента с моей стороны, то отвечайте активностью, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Именно от вас зависит выход ролика о последующих эпизодах Аниматрицы, и если вам это будет интересно, я с удовольствием приступлю к работе. До новых встреч!